Фамилия его Аспидов. Крачко. Мы премся вот в попытках первого стопа. Пытаемся выехать из Симферополя. Около часа где-то уже идем. Ну, да. Пока что на своих двоих. Давай, Витя, жги. Останавливается автобус. Автобус. Он останавливается. Замечательно. А в автостопе все хорошо. Наша задача во время путешествия по Крыму собрать и опубликовать каждый ответ на один и тот же вопрос. Крым чей? Крымчан. Не голосовали, да? А в вашем окружении голосовало много людей? Крым российский или против? Какие? Родители. Родители? Против? Нет, за Россию, да? Угу. Здравствуйте. Флаги идут, хорошо? Флаги продаются? Продаются? Не слышит, не слышит. Флаг российский за 100 рублей. Украинский. Украина. Украинский флаг. Желтый блокитный. Но, по крайней мере, мы видели, что у него есть российские флаги и крымские. Украинских не было. Наверное, не пользуются спросом. По-вашему, Крым чей? Российские, а мы всегда были в России, мы всегда знали, что мы россияне. Я думаю, люди здесь нравятся, как Крыму, Руссия, и все спокойно, люди здесь рады, что был референдум, и они нравятся Руссия, чем Украина. Здравствуйте, меня зовут Олег Станко. Привет, меня зовут Юля. Я родилась и живу в городе Симферополе. Я за Крым, так как Крым раньше был в России, да, то есть это что он был временно в Украине, это временно. Сейчас он в России, я за Россию. Если бы не произошло то, что произошло, то сейчас здесь было бы все гораздо жестче, чем в Донецкой области. Это мое глубочайшее убеждение, чем в Донбассе, именно потому, что здесь есть еще и межнациональные, и межрелигиозные, да, конфликты. И они были, они есть, и они могут быть. Крым чей? Русский. Русский? Это искреннее мнение? Это 100%. Вообще татарам должен принадлежать. Кому еще? Это родина татаров. Даже наших предков остались дома. Крым чей? Ваш? На референдуме были? Нет. Нет? Наташа, 29 лет. Симферополь. Я люблю Украину, и я за украинский Крым. Мою точку зрения разделяет половина жителей Симферополя, в основном молодежь до 30 лет. Тема уже достала. Голосовали на референдуме? Нет, не бойкотируют, не пошли. Угу. Все, что произошло, если говорить о действиях, масштабах, да, все сделано абсолютно правильно. Но вот способ довольно своеобразный. В Южной бухте всегда стоят только корабли России. Перед нами ПМ. Здравствуйте, меня зовут Олег Станко. Я родился в Крыму. Из одной картофельной получается пачка чипсов Лейс. Ух ты! Здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Мы местные. Местные. Мы очень любим эту картошку, каждый день ходим ее сюда кушать. Здорово. А вы русские? Русские. Хорошо. Русско-украинские. Русско-украинские, отлично. А по-вашему? Да. Крым чей, по-вашему? Наш. Результат у нас. Это правильный ответ. Наш. Вы серьезно, за кого голосовали, если не секрет? Наш результат уже вот он. Все, как мы хотели, все случилось. Здорово. Обозначением СР это суда размагничивания. Выше на холме знаменитые Лазаревские казармы. Мы вернулись домой, в Севастополь родной, в свою российскую территорию. Все, нечего здесь и говорить, я не знаю, тут, но однозначно, все, это, как ты считаешь? Да, Единая Россия, да. О! За Единую Россию все голосовал, весь Севастополь. Вот и на данный момент. А вас как зовут? Леонид Антонович. А какого года рождения вы? 44-го. Спасибо, Леонид Антонович. И представил я
город наводнился вдруг веселыми людьми. Восстановление исторической справедливости, такое мое мнение. По-вашему, Крым чей? Ну, российский. Почему? Ну, потому что тут все русские. И вы на референдуме как голосовали? Ну, естественно, за Россию. А много ваших друзей, знакомых голосовало? Почти все. Почти все. И все одинаково? Все одинаково. За кого? Все одинаково. За Россию, естественно. Князев Игорь Петрович родился в Севастополе, всю жизнь прошел в городе Герой Севастополь. Считал, считаю и считать буду я и мои дети, что город как был российским, так и должен быть российским. Что? А, как вас зовут? Откуда вы? Юрий Максимович меня зовут, из Севастополя. Вот. 23 года, когда водил экскурсантов из России, всегда говорил, Севастополь был, есть и будет всегда российским. Меня зовут Оля, я из города Севастополя. Я голосовала за Украину, но считаю Севастополь российским городом русской славы. Голосовали? Да. За что голосовали? За что? Как есть? И вот я не голосовала, я отсутствовала, я была в деревне. А, понятно. А вы русская или украинка, или... Украинка. Украинка. Алена, Крым. Наверное, крымчанам. Кто больше влаживает, того и, наверное, все. На данный момент почему за Россию? Потому что влаживает много денег. Никитина Екатерина Александровна. Я родилась в Севастополе и всю свою жизнь сознательно, несознательно, безвыездно здесь прожила. Я русская. И Севастополь всегда был русским. Ни одного выстрела, никаких патрулей, ничего. Мы как жили спокойно, так и живем. Россия, да мы и не выходили из этой России. Как зовут? Артем. Откуда? Из Севастополя. По-твоему, Крым чей? Екатерина II был. А какой страны? Это я не знаю. А сейчас ты считаешь, кому должен принадлежать Крым? Как тебя зовут? Таня. Сколько тебе лет? Откуда ты? 25. Я родилась в Севастополе. Скажи, пожалуйста, ты голосовала на референдуме? Нет, я не голосовала. Вот. Ну, как бы был очень спорный вопрос. Я не могла принять решение и решила не идти, потому что мне было тяжело сделать свой выбор. С одной стороны, я родилась в Севастополе. Севастополь — город русской славы, и воспитаны мы были так, что все равно мы будем когда-то Россией. Но с другой стороны, на тот момент Севастополь был в составе Украины, и в любом случае это большая часть нашей истории, и тяжело было. Мне даже по ночам переживала и плакала, что такое происходит на Украине. Вот, и поэтому я не пошла на референдум. А твои знакомые, родственники, как голосовали, знаешь? Лично вот мои родственники, мама, тетя, ну, ближайшие родственники голосовали, естественно, за Россию. Что люди на самом деле думают о переходе Крыма к России? Вечная тема, да? Да, ну вот просто вот если вы голосовали, то как вы голосовали? За Крым, за Украину, за Россию? Естественно, за Россию. На фоне того бардака, который творится в Украине, это однозначно лучше. Николай Николаевич, 100% я голосовал за присоединение. Николай, Севастополь, белорус, голосовал за Россию. Другого не дано, считает. По национальности я белорус. А относительно того, что Крым сейчас разделяют некоторые разные государства, я могу сказать только лишь одно. Я за Россию. Россия большая страна, во-первых. Во-вторых, Крым всегда был русским. Да, во-первых, за по одной причине, потому что посмотрите, что сейчас творится в Украине. Мне не видно в зеркало, ребята. В Украине. Ага, вот так. Уж лучше жить, как говорится, в великой России в мире,
чем вот так вот. А вот некоторые говорят, что хохлами. на самом деле мало кто голосовал. Мои родственники, знакомые, соседи По доброй воле. по доброй Наоборот. воле ходили сами. Все считали, что вернулись на родину. А можно еще узнать, вот как вас зовут? Лена, Марина. И как вы голосовали? За Россию. Большинство голосовало или пропустили выборы? Большинство голосовало. А их мнение какое было? Аналогично. Голосовали ли вы на референдуме? Были на референдуме? И как вы ответили? Голосовали за воссоединение с Россией. А на референдуме было много людей, вот по вашему наблюдению? Очень. Вот говорят, что официально 90%. Это похоже на правду? Нет, официально где-то процентов 80, наверное, шло. А можно узнать ваше имя? Аня. А сколько вам лет? 22. А вы русская, украинка? Русская. Мы сейчас в Скельской пещере. Но главная достопримечательность этой пещеры – это гид с его политическими частушками. Вот у меня уже два желания сбылось. Сначала я загадал себе новые зубы, и у меня полный рот фарфора. Потом я загадал оказаться в России вместе с домом, женой, детьми и внуками. И оказался. Специально для жителей Западной Украины. Хороший западенец мертвый. А еще, что вы были на референдуме, как вы голосовали? Конечно, был. И как вы голосовали? Как я могу голосовать, я севастополец. И папа севастополец, и дед, и прадед. То есть вы за Украину голосовали? Да что ты. Крымом я буду всегда считать Крым, потому что без разницы, какое государство будет им владеть. Муса Татарин, 21 год, селение Орлиное. Я знаю, что из 40 домов в Орлином на референдум пошла половина людей, и из них только 2 голосовали за Россию. Я сам галочку не ставил, заполнял бюллетень только за местного депутата. Я уверен, что неважно, чей Крым, главное, чтобы был мир. Нас подобрал Костя, наш фейсбучный френд. Так что сейчас мы едем на шикарном Мерседесе. Здесь достаточно много проживает татар. Нам было интересно узнать их мнение относительно произошедших перемен. Сказали следующее. Татары, в принципе, старались не голосовать на референдуме. Если голосовали, то либо воздерживались, либо голосовали за Украину. Если кто-то ходил, то только за Украину. Понятно. Я, например, просто вообще не пошел. Да. Потому что я прекрасно понимал, что выиграет все равно Россия. Марат, волжский татарин, 30 лет, Орлиное. Это очень непростой вопрос, и у меня особое мнение. Лично я предпочитаю, чтобы в Крыму были не натовские, а российские корабли. После перехода к России появились татарские школы, началось хоть какое-то развитие, немного снизилась коррупция. На референдуме голосовал за Россию. Во время посещения Фаровской церкви мы встретили женщину с Украины. И вот какое у нее мнение. У меня мнение аж зашкаливает. И что вы думаете? Я себя украинкой не ощущаю. Люди плакали от радости, а вы спрашиваете, ё-моё. Мы-то не знаем, кто плакал. Вот расскажите нам. Расскажите, потому что в России говорят одно, в Украине другое. А мы хотим показать то, что на самом деле. Мы россияне, а вот. Да, расскажите. Жил с 13 лет в городе Джанкой. Но я рад и очень доволен, что Крым вернулся в лоно России. А вот Джанкой практически на границе с Украиной, а там мнение у людей как разделяется? Это 98% гарантия, даже 99%, что все были за. Здравствуйте, можно интервью для российских журналистов? Да, какое? Мы собираем мнение людей по поводу присоединения к России. Вы за или против? Конечно, за. Мы, как истинные севастопольцы, конечно, за. А как вас зовут? Лидия и Алина. Очень приятно. А ваши друзья как думают? Я уверена, что да. Большинство севастопольцев думают, что присоединение Севастополя и вообще Крыма
к России, это очень хорошо, потому что Севастополь изначально и Крым считался российским городом, и даже когда их присоединили насильно в Украине, никто из жителей не хотел этого присоединения к Мы Украине. считали себя в оккупации. Да, все хотели. Да вы тогда еще не родились, наверное. А? Вы не родились тогда еще, Чё наверное. это? Я не родилась, мама родилась. Там надо ставить. И куда это на оборону? 73 года. Архангельский мужик. Работал в Донбассе 12 лет. И я в 5 классе показывал Крым как часть Российской Федерации. Это я до сих пор помню. А 16 марта этого года как вы Крым показывали? Крым тут все с праздником друг друга поздравляли, что наконец-то пришло время. Все ждали. Это присоединение, как оно может по-другому быть. Просто благодарность то, что быстро сделали, иначе у нас бы была такая горячая точка, что не сравнить с юго-востоком Украины. Хорошо, что они перенесли на полмесяца раньше референдум, иначе была такая заваруха. Успели. Да, хуже еще. Я с Черниговской области. Здесь уже у Крыму 50 лет. Так, Войтенкова Мария. Уже 77 лет мне. Так что... На референдуме участвовали, да? Участвовали за присоединение Крыма. Участвовали. И было почти 100% у нас. Все голосовали за присоединение. Меня зовут Лариса Владимировна. Я за то, что присоединили нас к России за двумя руками. Дело в том, что сколько лет, как нас присоединили, мы были в Украине, для меня всегда Москва была столица. Он русский ж был и будет, пускай и остается. А все мы в душе русские. Да. Все мы в душе русские, так что тоже это самое. Я далек от политических всяких разней. Вот, неважно, что это будет Турция, может быть, там будет Египет, будет это Америка, может быть, Саудовская Аравия владеет этой землей. Все как бы единогласны. Все единогласны за присоединение. Да? Украинцы даже тоже, которые здесь живут? Крым населяют не только украинцы, в основном как бы. Крым, можно сказать, он никогда не был, можно сказать, ни украинским, ни русским, это Крым. Он как бы независим. То есть любой человек сюда может приехать и, в принципе, жить как у себя дома. Это как бы курорт. 10 минут, я на заправку. Меня снимать не надо. Ну, заправку нельзя, так вас... Шагаю в высоту. Я променял свой страх на сигарету. Дойду, я обязательно дойду. Я передам твои вопросы и ответы. Про ополчение. Что было до того, как появились вежливые люди? Ну как, создавались отряды самообороны, как бы, в организованные как группки ополчения. То есть больше присматривались за порядком. Это когда еще было, в каком месяце? Это в марте месяце было. Февраль-март месяц. Все, как началось в Украине, так называемые западные украинцы сразу же захотели сюда тоже как бы свою лапу наложить. И после этого сразу резко создались отряды самообороны. А кто в них шел? Там русские, украинцы, татары? В основном молодые люди. Нет, мусульман практически не было. В основном русскоязычное население. А как голосовали татары на референдуме? Вот здесь, в Бахчисарае. В основном на тихую. Тихо, чтобы никто их не видел. Со своих же даже. Как-то так. А за кого голосовали? Ну, большинство, опять же, за Россию. А с чем это связано? Вот то, что так втихую. От кого они прятались? Они прятались с чем связано? От русских или от кого? Нет, у них больше как бы было мнение, чтобы не было войны. Короче говоря, Меджилис живет хорошо, а эти как жили в нищете, так и живут. Древняя квартира с панорамными окнами. Еще с садом.
Хотя бы здесь встретить кого-нибудь Аксакала, 99-летнего дедушку, который видел все это безобразие с начала до конца. Чтобы он сказал, где правда. А этот флаг давно здесь нарисован? Не знаю, позавчера я его не видел здесь. Он первый раз появляется, исчезает? Его не было здесь позавчера. Здесь было чисто. Главное, чтобы эта земля была непотопаема, чтобы ее не засыпали пески, чтобы ее не затопило море, чтобы этот полуостров сохранился на нашей всеобъемлющей карте мира. Кристина Индефрай. На самом деле? Из Санкт-Петербурга. Голос из кадры, на самом деле, да. То есть не гражданка Украины? Нет. Но живет здесь. Ну, если из Санкт-Петербурга. Ну понятно. Значит, все, мозг промыт уже полностью просто. У меня? Путинской пропагандой. Ни хрена, я вообще против, все. на самом деле. Мы здесь люди отчужденные от политики, на самом деле. Против политики Путина, естественно. А по поводу референдума? Ой, когда можно фамилию не говорить? А уже все. По поводу референдума, что я думаю? Да. Что я думаю, что Крым должен все-таки к Украине, мне кажется. Но Крым должен относиться на нейтраль. Нейтралитет должен быть однозначно. Вот эта половина, это должна быть граница, которая не касается не Украины, не России, а нейтрал, где под могут... музыку очень хорошо идет. Казантип! Типа Казантип, да. Казантип. Да, Казантип. А вы из Крыма, да? Я? Да. Ну, я вот родом не из Крыма. Я родом из Украины, с Сумской? Да. А здесь уже живу 52 года. Все от ребенка. Ну, значит, уже, здесь прописано. Да, конечно. Здесь у меня уже дети, внуки и правнук родился. Так что уже... Интересно, а в референдуме принимали участие, голосовали? И вот как украинцы голосуют? В основном, я думаю, что 90% проголосовали. За Украину? Да. Россию. А вы тоже за Россию? Ну, сидите, все, муж у меня русский. Так. Да-да, вот мы. Михаил Русский, 46 лет, семьист. Я живу здесь, наблюдая ситуацию в Крыму с советских времен. Да, люди давно ждали этого и голосовали за Россию. Я, разумеется, тоже. Сейчас есть проблемы с логистикой, цены выросли. Зарплаты тоже подросли, но только у бюджетников. Люди наблюдают, как повернется дальше, но настроены положительно. Татьяна, украинка, владельца гостиницы, город Семиис. Все россияне зомбированы пропагандой. Я за Украину и за Евросоюз. На камеру говорить не буду. Из скалы просматривается лик святого Петра. Обратите внимание. Дмитрий, украинец родом из Донецка, в Крыму с 1988 года, владелец ресторана на смотровой площадке. Я на референдуме не голосовал. С присоединением Крыма к России не согласен. Сейчас во власти продвигают россиян из Краснодара и Ростова. А так мне все нравится, и я за мир. Я не разбираюсь в политике и не хочу грех на душу брать. Только поэтому. Не знаешь, за кого голосовать и как правильно. Вот. А вы живете здесь, в Мисхоре, да? Да. Не надо. Это самое... Не надо. Ладно, все. А вы... Я человек миролюбивый, мне лишь бы не было войны, лишь бы жили все люди. Я татарка крымская. Чего они? Просто чаи душистые, веселые, там есть сердечные. Слушай, а вот можно еще поинтересуюсь, я здесь путешествую и спрашиваю людей по референдуму. Участвовал, не участвовал? Я работал, не пошел. А как здесь вот, местные вот ребята, которые здесь работают, живут, в основном ходили или не ходили? В основном люди, да, ходили. Вот. А как голосовали? Татары, интересно. Я не знаю, большинство, наверное, 50 на 50, наверное, скорее всего, голосовало. Заходите. Да, он так поговорить просто. Поговорить? Да. Пообщайтесь, вот он самый общительный. Да.
Я просто журналист, путешествую, спрашиваю людей. А, не, это журналист. Не хотите? Не. Камера приди, мы с тобой сядем. А? 24 канал был уже. Один раз показали. А я не 24-й, я независимый. Один вопрос просто. На референдуме участвовали или нет? А? На референдуме участвовали? Да. И как голосовали? Проходите. Нормально, как ну взяли, написали. Ну, как сказали, так и написали, да? Нормально. За или против? А? За или против вступления в Россию? Хорошо. Извини. Может, теперь покушать? Давно гуляете? Да я просто хожу и задаю людям вопросы про политику. Хочешь поговорить? Мы далеко от политики. Мы в горах, она внизу там где-то, в Москве, в Симферополе, в Киеве. Мы далеко от нее. Ну а голосовали на референдуме? Референдум? Мы же в горах были, здесь не было избирательных округов. То есть вы голосовали? Мы же на работе всегда. Понятно, хорошо. Да, местные ребята, крымские татары, не особенно хотят говорить, отвечать на вопросы. На камеру вообще ничего не говорят. Поэтому либо снимать скрытой камерой, либо просто разговаривать. Но с тех ответов, которые я услышал, ну, во-первых, чувствуется напряжение. Во-вторых, либо не ходили на референдум, либо не говорят, как голосовали. За Севастополь, по фашистам, засобникам, наемникам, огонь. Может там статью показать и так далее. Хорошо. Я пойду ребятам покажу. Да, ты свинью покажи. А вы можете показать. Кстати, идемте, вы заснимите, раз независимый корреспондент, нашу свинью. Она будет концерт давать. А потом мы... Да, прежде чем свинья, у меня тут более серьезный вопрос. Хорошо, ну идемте поговорим. Ну, я, честно говоря, очень трудно разделяю, кто русские, кто украинцы, здесь все перемешано. Но я знаю, что у нас соседи с Западной Украины ходили и голосовали за Россию. Хотя вот с трудом говорят по-русски, но они понимали, что все-таки за Россию лучше, чтобы здесь была Россия, чем было то, что у них, допустим, в Тернополе творится, откуда они сами родом. Ну, они большая часть ходили или большая часть ходили? Славянское население ходило все, причем с огромным удовольствием. Допустим, я лично ни на дни украинские выборы не ходил, но на эти пошел. А татарская часть населения больше ходила или больше пропустила? Ну, конечно, больше пропустила. Понятно, что даже если кто захотел бы ходить, они бы, понятно, что они бы были изгоями среди своего народа. Кто-то, конечно, приходил, но старались тихо это делать, потому что возле избирательных участков дежурили членами жилиса и, скажем, отмечали у себя, кто туда все-таки ходил. Главное, чтобы эта земля была непотопаема, чтобы ее не засыпали пески, чтобы ее не затопило море. Это радиацию, что ли, меряешь? Ну вот, да, видите, датчик такой. Ну и 1:02. 0:1. Да, это 1 минута 5 секунд. И что? Запись идет. Так это не радиация? Нет. А что это? Это видеокамера. И все? Да. А зачем она вам? Ну, хожу, кино снимаю, можете передать привет. Ну так. Тоже вопрос. Хорошо. Дорогой мой любимый, с Вашечки. Константин Фрунзе из украинской русской семьи. Он и семья голосовали за Россию. Ну вот, как-то так. Голосовали? Да. А за кого? За Россию. Потому что у нас не все верят, я на всякий случай езжу, проверяю. Говорят, что здесь с автоматами всех заставляли голосовать. Да никто никого не заставлял. Сами себя. Еще и кричали ура. У нас радовались аж до слез. До слез? В каком смысле? Ну плакали от радости, от счастья, конечно. Только что сел в этот замечательный минивэн Мерседес вместе, как имя? С Пашей. Паша, скажи, пожалуйста, а ты в референдуме участвовал? Ну, я даже в избирательной комиссии. О, отлично. Ну, ты за Россию голосовал или как-то иначе? Нет,
понятно, что за Украина. В таком государстве уже жить нельзя. Явка была, по-моему, около 93%. То есть даже бабулька 80, по-моему, 7 лет сама пришла на костылях. Роман, живу в Симферополе, 15 лет последних. Референдума этого Крым ждал 20 с лишним лет. Это без преувеличения. Люди просто бежали на него. С флагами, с улыбками, строем. В очередь стояли, чтобы проголосовать. Все улыбаются. Это был праздник. Действительно праздник. Вечером после референдума гулянка в Симферополе была такая масштабная, что не на каждый Новый год столько народу в центре можно увидеть. Я собираю просто разные мнения. Вот. Там мы все голосовали за Россию. Ходили, у нас все пошли. Все, да? Конечно. То есть даже не знаете такого, чтобы кто-то не пошел? Не было таких. Все пошли. Это у нас разное говорят. Говорят, что по доме автоматов голосовали. Да нет, какие автоматы. Все были. Между прочим, даже с радостью все побежали на голосование. А вы на референдум ходили, бабуля, голосовали? Как же? Вся семья ходила. И как голосовали? За Россию. К сожалению, можно было, но он такой шкодный. Правда? Мне он нравится от души. Он говорит, я на белом коне в Кремль заеду. Он хороший. Ну только латенький немножко. Нельзя доверять. Скажите, пожалуйста, вот у вас такой богатый жизненный опыт. А что бы вы сказали молодежи вот по поводу Крыма, по поводу обстановки? Вот можете прямо в камеру сказать? Я знаешь, деточка, хочу, чтобы они слушались старших, чтобы они прислушивались к правительству, хоть чуть-чуть пожили как-то по-настоящему. Понимаете? И вот молодежь, она опущенная сейчас, пьет, хулиганит. А надо прислушиваться, надо слушать, надо почитать стариков. Вот я так понимаю, я не знаю. Понимаете? А в выборах, вернее, в референдуме участвовал? Нет, я не участвовал, потому что я работал. Но если бы я участвовал, я бы тогда проголосовал бы за Россию. Ребята, что думаете по поводу вступления в Россию? Отлично! Каждый скажите. Дружно! Мы все за! Мы все за! Супер! Мы только за!